Всем привет! Вы на канале Дневник путешественника, где мы делимся с вами своими отзывами об отелях по всему миру. Сегодня поговорим об одном из самых популярных отелей Египта VIP-сегмента. И в то же время это на все 100% самый вкусный отель Шарм-эль-Шейх. А именно речь пойдет об отеле Риксос Шарм. Отель, который работает только для взрослых и дает атмосферу отдыха для любого типа туриста, начиная с тусовщиков и заканчивая людьми, которые очень любят заниматься спортом. Расположен он в районе Напк, всего в 8 километрах от аэропорта. Как вы уже знаете, это один из наиболее ветреных районов Шарм-эль-Шейха, но при этом никак его расположение не влияет на количество туристов даже вне сезон февраль, когда ветра ощущаются максимально. Время трансфера занимает около 20 минут. Уже на рецепции чувствуется высокий уровень сервиса. Вас встречают красивым большой холл с рецепцией, лобби-баром и, конечно же, угощениями и холодными закусками для вновь прибывших гостей. В отеле есть бесплатное раннее заселение по прибытию, но, конечно же, это возможно при наличии свободных номеров. Мы были в отеле около 8 утра. Сотрудники рецепции любезно взяли паспорта, выдали браслеты и предложили пройти на завтрак в ожидании завершения подготовки номера. Отдельно хочу заметить, что отель выдает силиконовые съемные браслеты. Это очень удобно во время загара, так как не оставляет полос на руках, а также снимая этот браслет в магазинах, вы можете понизить стоимость товаров, поскольку они не будут набрасывать цены, зная цену вашего отеля. Отель был открыт в 2012 году и проходил реновацию в 2022 году. Не скажу, что он стал идеальным, но тем не менее выглядит он достойно. Общая площадь территории 153 тысячи квадратных метров, и все номера расположены в двухэтажных корпусах, растянутых от зданий старого и нового ресепшена к морю. Хочу отметить, что отель ориентируется не просто на отдых для взрослых, но именно на отдых для пар и не особо приветствует бронирование для одиноких мужчин или 2-3 мужчин в одном номере. Хотя не могу сказать, что не встречала такие поселения во время своего отдыха. Территория отеля очень большая, зеленая и ухоженная. Весь персонал начинает подготовку к новому дню уже с 5 утра, проводя различные уборки и стрижки кустов. На территории отеля очень большое количество красивых локаций для фото, а также бассейнов. Даже издалека территорию можно сравнить с небольшим лабиринтом. Всего на территории отеля есть 8 бассейнов, но мы поговорим об этом немножко позже. Очень важный нюанс, который вы должны знать об отеле, что по всей территории отеля курсируют шаттлы, которые с радостью подхватывают вас по пути и везут в номер или другую необходимую вам локацию, такую как ресторан, пляж или же спа. Отдельно есть трансфер, который курсирует вдоль пляжа и может отвезти вас в соседний Риксос Сигейт, которым вы также полностью можете пользоваться бесплатно. Отель находится на первой линии через длинный променад, по которому все с радостью совершают утренние пробежки, при том, что до 3 утра люди пляшут на дискотеке. От номеров в дальних корпусах на пляж можно либо подъехать, либо прогуляться. Это всего ничего, около 700 метров по красивым зеленым аллейкам, что точно будет очень полезно, учитывая количество еды, которое в этом отеле люди поглощают, так как остановиться невозможно. Длина пляжной полосы конкретно в отеле Риксос Шарм 350 метров. Вдоль всего пляжа расположены а-ля карт рестораны, в том числе Салт и турецкий. Салт с 11 утра до 5 вечера работает как закусочная с бургерами и прочими вкусняшками. И именно напротив него вы также можете сесть в трансфер до рядом стоящего Риксос Сигейт. Там уже пляжная полоса будет около 600 метров квадратных, но более длинный понтон. Также именно здесь, у самого променада, расположены сьюты с бассейнами площадью 110 метров. Бар на пляже работает с самого утра. Напитки сервируют в
пластиковые стаканы, но нормального качества. Также есть брендированные бокалы, которые идеально подходят для съемок в Инстаграм. Обычно их дают только для пользования непосредственно в баре, но если сильно попросить и пообещать самим его занести, их можно взять также на лежаки. Конечно же, здесь есть еще X-Lounge, где можно проводить шоу, концерты, но его нужно арендовать за дополнительную плату, что подойдет в спортивную группу. На пляже есть кабаны, они, конечно же, идут тоже за дополнительную плату, так как там включено уже обслуживание батлера, перекусы и напитки. Есть кровати, мини-холодильничек, расположены они на последней линии за лежаками, зато пока вы доходите до них, по травке здесь уже песочек с ног полностью отряхивается. Пляж достаточно широкий, не было такого, чтобы не хватало кому-то лежаков или люди прибегали, занимали лежаки в 5 утра. На пляже мелкий песочек, все лежаки не какие-то там супер красивые, такие как в отелях Sunrise, но тем не менее белые пластиковые, новые. Единственное, есть вопросы по матрасам. Матрасы не все новые, некоторые из них уже нуждаются в замене, некоторые можно было бы просто помыть, но в целом это никак не влияет на отдых, потому что вы застилаете их полотенцами, которые берете здесь же. Есть здесь огромный плюс, как для отелей Напка, это стационарные зонты и ветрозащита, которые можно использовать не только по назначению для того, чтобы закрыться от ветра в зимний период, но и для уединения своей компании. Так как это Напка, заход в воду здесь коралловый, и только местами в прилив можно зайти на песочек. Поэтому очень рекомендую коралловые тапки. Отливы здесь ощущаются. Я лично уверена, что ощущаются они ровно так же, как и в других районах Египта. Например, я была в Sunrise Римал. Точно так же при отливе было видно прям четко полосу, до куда отошла вода, и выходили наружу камни и коралловая корка. Поэтому прям утрировать, как это делают очень многие турагенты, я не считаю необходимым. И нет ничего плохого, что здесь есть живая коралловая корка. И, конечно же, видно этот стык песка, но всегда можно подстроиться под приливы и отливы, плюс купаться вы можете с понтона. Также у моря расположены зоны для занятий спортом. Это знаменитый Jungle Gym, тренажерный зал и фитнес-центр под открытым небом, где все тренажеры выполнены из натурального дерева. Это впервые было введено в Турции, и потом они периодически добавляют эту опцию в других отелях по всему миру. Но, конечно же, чаще всего это место для фото с гориллой, а также большая открытая площадка для занятий фитнесом. Здесь в течение дня профессиональные, хочу отметить, тренеры проводят обучение танцам, саунд-хиллингу, стрейчингу и разным занятиям спорта. Как вы видите, анимация здесь максимально профессиональная, четко регламентирована, что не может не радовать, и точно так же, как и питание, лучшее в Египте. Понтон в отеле Rixos Charm длиной около 150 метров. На краю понтона есть спуск в воду по ступенькам. Там же у вас появляется возможность поплавать вдоль кораллового рифа. Не скажу, что коралловый риф здесь очень живой, но тем не менее посмотреть рыбок у вас точно получится. Зона для плавания в конце этого понтона ограничена буйками. И в случае, если вы нарушаете правила, заплываете за буйки с маской, спасатели начинают нервничать, кричать, свистеть и загонять вас назад. Поэтому, если вы прям мечтаете поплавать в открытом море, этот отель может вам не подойти. Если же хочется более живой риф, стоит выделить время и поехать на трансфере в рядом стоящий Сигель, где риф действительно несколько более красочный, но при этом там понтон уже длиною
в 1 километр, и по самому понтону тоже курсирует отдельный шаттл. На 2-3 разрывах понтона в Риксосе-Сигейт есть небольшие расчищенные лагуны, где глубина воды достигает, может, по шею обычному человеку. Идеально подойдет, если вы не умеете плавать и хотите просто посидеть в тепленькой водичке, она там хорошо прогревается, поскольку немного застаивается периодически, и в том числе посмотреть рыбок, которые будут к вам подплывать. На территории Рикса Шарм-эль-Шейх обустроена продуманная водная инфраструктура из большого количества бассейнов, которые плавно распределены от рецепции ближе к морю. Основные, о которых вам нужно знать, это релакс-пул. Он очень яркий, красочный, находится у нового ресепшена, удаленный от центральных площадок и анимационных зон. Предназначен он для гостей, предпочитающих спокойное чтение, медитацию, отдых, размеренное плавание без громкой музыки, но тем не менее может отличиться яркими красными зонтами, такими же красными полотенцами и бассейном с утопающим в нем баром. Как вы понимаете, особенно в летнее время, не так уж здесь и тихо. Да, здесь не будет музыки, но все тусуются у этого бара, потому что очень сильно его любят. Второй, это, конечно же, центральный бассейн, где будут проходить все анимационные программы, занятия водным поло. Он огромный, места хватает всем, можно взять за дополнительную плату кабан. Конечно же, самый провокационный здесь это бассейн с водными горками. Он очень маленький, там 3 водные горки, по ним видно, что они не новые. Вроде как он постоянно работает, но никто никогда в нем не видел людей, съезжающих с горок. На самом деле это небольшой секрет бассейна. Он подогревается в том числе в зимнее время и используется для занятий водной аэробикой, в том числе аквавелосипедом. Лично мой любимый это Infinity Pool, расположенный ближе к пляжу. Он достаточно мелкий, от солнца успевает прогреться даже в зимнее время. Там крайне редко бывает большое скопление людей, поэтому так как здесь вы не сможете расслабиться нигде. Питание в отеле, пожалуй, самая сильная сторона. Не побоюсь сказать, что это самый вкусный отель во всем Египте. Некоторые пытаются сравнивать его с The Hotel Sharm, но хочу вам сказать, что и по питанию, и по уборке, и по качеству номерного фонда, и в том числе целостности номерного фонда, этот отель гораздо выше. На территории работает 9 ресторанов и 10 баров. Основной ресторан работает с 7 утра и до 2 ночи. В ночное время сервирует поздний ужин, но это не будет такой поздний ужин, к которому мы привыкли в той же Турции, в среднячковых пятерках, когда дают только суп. Нет, здесь будет и горячий, и телятина, и даже морепродукты в ночное время. Если вы очень сильно захотите, вам принесут даже шампанское. Остальные 8 а-ля карт ресторанов включены, и посещать их можно по предварительной записи. Записываться нужно у Guest Relation на рецепции отеля. И очень вам советую, особенно в сезон, это октябрь, это март-апрель, делать это в первый же день, чтобы посетить максимальное количество а-ля картов, потому что не всегда можно в том числе посетить турецкий и ресторан морепродуктов, там зачастую большая очередь. Но, честно говоря, в основном ресторане также очень большой выбор еды. По морепродуктам я бы сказала, что даже лучше, чем в а-ля карте. Если мы говорим о тематических ресторанах, я бы от себя очень советовала посетить а-ля карт турецкий, так как там действительно готовят сами турки и готовят свои национальные блюда очень вкусно. Ну и, конечно же, здесь огромный выбор салатов, мясо, включая телятину, на завтрак, суши, раки, вкуснейшая выпечка, изысканные десерты и отдельные столы с блюдами для детей, а также без глютена. Если у вас есть необходимость придерживаться какой-то особенной диеты, вы можете сказать об этом Guest Relation,
и отель с удовольствием пойдет вам навстречу, подготовит ваше меню. По напиткам здесь также выбор просто чудесный. Это не только местные напитки, но и в том числе импортные напитки, которые включают в себя 7 видов импортного виски, начиная с Red Label и заканчивая Valentine's, 5 видов импортного коньяка и бренди, 11 видов импортной водки, 4 вида импортной текилы, 4 вида импортного рома, 14 видов импортных ликеров и 10 видов игристых вин, вермутов. Номера в отеле также на любой вкус, стартуют с супериоров и заканчиваются цветами Swim Up. В нашем случае мы бронировали категорию Superior, минимальную 37 метров квадратных, но так как мы постоянные гости отеля, нам сразу же предложили повысить категорию до Deluxe Room площадью 50 метров. Они размещены по всей территории, и в первый раз мы жили в номере у основного бассейна на первом этаже, что давало возможность даже не закрывать номер со стороны террасы, пойти в бар, взять себе какие-то напитки, посидеть на террасе, или же лежать у бассейна и сразу же через террасу заходить в номер. Но должна признать, что в этих номерах будет немного более шумно. В этот же раз, поскольку мы приехали достаточно рано, нам предложили заселение в первый номер Deluxe, который был освобожден. Это был номер с видом на территорию соседнего отеля. Да, вид не самый красивый, то есть это подъездная дорожка к корпусу, дальше видно пустырь и территория соседних отелей. Но в нашем случае нас это вполне устраивало, поскольку номер был максимально тихий и вечером было приятно посидеть на балконе, не подслушивая чьи-то разговоры. Номер в целом нам понравился, видно, что в нем проводилась реновация. Мини-бар, конечно же, включен в цену номера, там включены безалкогольные напитки, пиво, водичка, набор для приготовления для чая и кофе. Единственные два нюанса, которые были конкретно в нашем номере, не обязательно они будут у вас, конечно же, это отсутствие USB зарядок возле кровати, а также трещина через весь умывальник в ванной комнате. Но на наш отдых это никак не влияло, поэтому мы решили номер не менять. В самой ванной есть как ванная комната, так и душевая кабина. Всю мини-косметику заменили на дозаторы с легендарным запахом табак-ваниль. Также плюсом я бы хотела отметить наличие брендированной бутылированной воды в ванной комнате для чистки зубов, что в Египте очень важно, поскольку водой из-под крана можно отравиться. На закате бар уже превращается в дискотеку, которая продолжается до 3-4 утра. Играют в том числе приглашенные диджеи и всегда танцуют диджейки. Но из-за локации этого бара музыки не слышно в номерах. Вы можете себе здесь потанцевать столько, сколько вам нужно, вернуться в ваш номер, и в номере вас будет ожидать тишина. Yeah.